Всем добрый день! Сегодня говорим с вами о розах и о тех мероприятиях, которые необходимо провести весной для того, чтобы получить очень красивое, обильное, пышное цветение роз. Первое мероприятие – это мы открываем розы после зимы, но только тогда, когда уже миновали ночные заморозки. Мои розы очень хорошо перезимовали, они были укрыты двумя слоями спанбонда 60-кой. Практически нет побегов, которые бы подмерзли, выпрели и так далее. Осматриваем внимательно розы. И второе мероприятие – это санитарная обрезка. Удаляем тонкие побеги, надломленные побеги, срезаем темные срезы, которые были сделаны осенью, в осенний период времени, внимательно осматриваем нашу розу. И следующее мероприятие – мы освобождаем розу от почвы вокруг куста. Возможно, кто-то из вас не использовал спанбонд, а использовал прикрытие роз просто путем окучивания. Для чего это надо? Для того, чтобы проветрилась корневая шейка и посмотреть, нет ли на ней грибковых заболеваний. Следующее мероприятие – это удаление сорняков и рыхление почвы не только вокруг роз, но и между розовыми кустами. Обязательно это мероприятие провести, чтобы почва получила как можно больше кислорода. Следующее – это обработка от вредителей и заболеваний на розах. Такую обработку вы проводите с интервалом 5-7 дней. Предположим, вначале опрыскали розы от вредителей, а затем от заболеваний на розах. И, конечно же, важное мероприятие – это подкормка. От нее будет зависеть, как будут цвести ваши розы. Можно проводить любые сухими удобрениями минеральными, жидкими. Я вначале провожу подкормку жидким удобрением, настаиваю коровяк или конский навоз, или куриный помет, развожу его затем с водой и проливаю вокруг куста. Но через несколько дней, приблизительно 4-5 дней, я провожу подкормку флоровитом. Очень хорошее, достойное удобрение в жидком виде. Для розовых кустов важно получить как можно большее количество азота. И следующее мероприятие – это мульчирование вокруг куста. Можно провести его при помощи золы, можно провести при помощи почвогрунта. Тем самым вы прикроете корневую шейку. Это будет способствовать появлению новых побегов. Тем, кому видео было полезно, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик.